Уже 10 лет я ищу себе жену и хозяйку в дом. Ту, которой я бы оставил все свое богатство, что я нажил. Ту, которая сделает меня напоследок счастливым. Сегодня я понял, что нашел ту, которую искал. Это вы, Марья Гавриловна. Белые ноченьки канули в лету, серым дождем пролились облака. Время течением реки плыло к рассвету, уносило к рассвету, а принесло на закат черные ноченьки, словно вуалью. Спрятали все отражения твои. Чувства уставшие меркнут и остывают, и они остывают. Больше ты их не зови. И разносятся ветром осколки разбившейся нашей любви. И разносятся ветром осколки разбившейся нашей любви. Я сам прошу руки твоей дочери, Гаврил Маркелович. Душа моя, я при всех прошу руки вашей. Отец, что вы такое говорите? Макар Тихонович, опомнись, Макар Тихонович, опомнись. Отпусти меня. Что-то я не совсем вас понимаю. Я ничего не пожалею для вашей дочери, Анна Филипповна. Всю жизнь я о ней только мечтал. А когда увидел, понял, что пропал. И не будет мне счастья без Марьи Гавриловны. Я прошу всех соблюдать спокойствие. Именно все. Все, что я нажил, я все завещаю ей. Мой дом, мои капиталы, все. А тебе, сынок, 50 тысяч отступного даю. И дом, и пароход, и все, что захочешь. Не бывать этому никогда, ты понял меня? Марюшка, Марюшка, что с тобой? Ну вот, слава Богу. С Божьей помощью и приехали. Слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. Все перебрали. Сейчас Божьей помощью хорошо получилось. Матушка моя, здравствуй, сестрица моя родная. Здравствуй, Потап. Ой, не ждала я тебя. Но встрече рада. А мы с Пленочкой завтра к тебе собрались. Аксинью Захаровну проведать. Ну, милости просим, милости просим. Да, познакомься. Это мой новый помощник Алексей. Я на него большие надежды имею. Ну, а чё грязный ты такой? Новый помощник твой. Ты его в печке, что ли, нашел? Ну, в печке, не в печке. На пепелище. Ну, длинная история, потом расскажу. А нам бы с Алексеем с дорожки-то в баньке попариться. Да, конечно, конечно. Сейчас распоряжусь. Ну, слава Богу. Алексей! А? Ты это самое, вещи мои забери. А?
хватай! Ну, еще. Вот так. Ну, а теперь, Алексей Трифонович, моя очередь. Тебе пока-то помять? Потап Максимович, не барское это дело своих работников-то веником охаживать. Да откуда ты знаешь, какое дело барское, а какое работничье? Да ты еще и бар-то настоящих не видел. Я вот что тебе скажу. Алексей, служи мне честно. Я ведь честно свои дела веду. И того же от других требую. Будешь по уму работать, я тебя в люди выведу. Я вас никогда не подведу, Потап Максимович. О, ложись! Я тебе сейчас и эту науку преподам. Вот, терпим. Еле-еле. А как же ты ремни-то терпел, а? Ремни? Ну так тоже работа. Вот и говори. Ну, тогда держись. Простите за мои дикие вопли. Просто уморил меня Потап Максимович. А это ничего. Это для здоровья полезно. Для крепости. О, крепость этому парню не занимать. Из него можно часовые ворота ставить. С легким паром вас, Потап Максимович. Спасибо, Флёна Васильевна. Матушка Манев кваску прислала монастырского. О, надо же, а я только о нем подумал. Думаю, а где же это квасок-то, сестрин? О. О. Особенно он у вас. Ну, с Богом. Выпей с нами, сестрица. Господь с тобой. Крепкая больно. На брусничном листе настоянный для особых гостей бережем. О, как? Алексей, наливай. Ну что ж, будем здоровы, сестрица моя дорогая. Алексей, и хвала Господу нашему Иисусу Христу за то, что страдал за грехи наши. Прости, Господи. О, да. Да чего ж все-таки хороша у тебя обитель, Манефушка? Когда верой и правдой Господа слушаешь, иначе и быть не может. Потап Максимович, дозвольте откланяться. Пойду вещи в дорогу соберу. Правильно, Леш, правильно. Иди займись делом. Да, Алексей, принеси ко мне дорожный мой сундучок. А? Прими, Манефушка, от меня на нужды обители. Благодарствую, Потап. Ой. Ну, храни Господь и тебя, и семью твою. Да. Ладно. Благодарю. Ну, что слышно? Какие новости в ваших краях? Вот тогда в этой своей келье ты спишь сегодня.
Помни, как понравилась я тебе. Очень. Ой, смотри, парень, влюбишься в меня, пропадешь. Слушай, Фёшка, ты странная какая. Стряслось чего? Ничего не стряслось, ничего не стряслось. А ты что это, следишь за мной, что ли? Ну, давай-ка отсюда, давай. Мне так трудно, так трудно. Я все молюсь, а не получается. Доброго здоровья. Здравствуйте. Алексей! А? Ходи сюда. Вещи забирай. Потап Максимыч, Но? а вам сундучок-то с деньгами с собой не боязно возить? Чего так? Да поговаривают, что народ лихой на лесных дорогах промышляет. Купцов грабят. Вот и матушка Манев тоже вздумала меня пугать. Да не родился на земле еще разбойник, который на Потапа Чайпурина руку посмеет поднять. Понял? Да. О, укладывай вещи. А я попрощаюсь с сестрой. Как скажете, Потап Максимыч. Глашка, ты белье-то не вырони. Фролка, а ты метлой сюда не пыли. Ну кто ж так у лошади гриву-то вычесывает? Ты что ж делаешь? Иван, ну-ка, поди сюда. А? Звали? Аксинья Захаровна. Ты дров-то наколол, как я велела? Насколько успел, столько наколол. Не дерзи, барыня. Потап Максимыч придет. Живо другого работника наймет, коли дерзить станешь. Ты вчера ночью где был? На супрятки ходил. А что, нельзя? Один? Ну, если не один, тогда что? А? Больно строптив ты стал, Ванька. Вот Потап Максимыч вернется, я посмотрю, как ты при нем свой гонор показывать будешь. От Настасьи отстань. Не то сама поганой метлой со двора прогоню. А ежели не я за ней бегаю, а она за мной? Пошел вон. Жалко, Евграфа, убивается парень. А ты чего ему убиваться-то? Молодой, красивый, здоровый, у него вся жизнь впереди. А Марюшка? Ох, Макар Тихоныч, ну, Макар Тихоныч. Чего-нибудь еще желаете? Да ладно, иди отсюда. Я же даже не знаю, что тебе сказать. Тут Марюшка должна решать сама. Я единственную дочь заставлять не стала. Ты пойми, там, Гаврил Маркелович, я ведь ее золочу.
Она у меня в шелках будет ходить, до жизни радоваться. Ты ее через неделю не узнаешь. Ты сам не пожалеешь, Гаврил Маркелович. Я ведь тебя озолочу за такое сокровище, как Марюшка. Мы объединим наши капиталы и так заживем, что все завидовать будут. Давай отложим этот разговор. Не сейчас. Я поговорю с Марьюшкой. Маркелович, я ничего тебе не обещаю. Я постараюсь ее убедить. А завтра я жду к обеду. Господи, прости. Я не хочу за старика. Лучше умереть. Машенька. Или в монастырь. Да полно, Машенька, ну полно чепуху-то молоть. Мы же не на счастье родились-то здесь. Ну, а какой крест Господь Бог посылает, такой нести нужно. Я Евграфа люблю. И только с ним хочу. Вот, Хватит, Маша, терзать себя раньше времени. Но все равно, как отец решит, так и будет. Но что делать-то? Конечно. Боже мой, такую красавицу вырастил. Какие мужики из нее дерутся. А она слезы льет, Маша. Да были бы просто мужики-то. А то ведь Отец, сын, срал ты какой. Ой, ну, не буду. Ой, ты девочка. Ой, что ж это такое? Стоять! Тихо, 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 тихо! Пошел! Вы чего? Не шуми, купчик. Мои узлы еще никто не развязывал. Поторопись. Иду. Живей. Ну что ты там встал? Живее, сказал. Уходить надо, Макар. Сундук Чепорина в бричке. Здесь! Сидор в бричку, а ты бревно стащи. Да что ж вы спите-то сегодня? Живее! Пошло, зовет. Давай, давай, пошло! Да по речке широкой С приездом, С приездом, гости дорогие. Ой, спасибо. С приездом, матушка. Благословите. Дай Бог здоровья. И вам здоровья, матушка. А где хозяин-то? Че, не встречает? Нету хозяина. С ярмарки еще не вернулся. Как это? С ярмарки-то не вернулся. Они же у нас в обители были и вперед нас уехали. Должны здесь быть. Как это уехали? Потап Максимыч! Потап Максимыч! Ой, кот. Да не дергайся ты. Потап Не Максимыч! дергайся. Потап Максимыч! Погоди ты. Не дергайся. Вы в порядке? Сейчас. Вот ироды.
А бричка-то моя где? Сейчас. Ну что там? Украли! Демоны. Пропал мой сундучок. От ироды. От супостаты. Алексей! Чего? Развяжи кучера. Сейчас! Петр, Петр, живой? Живой? Эй! Живой. Живой. От ироды. От супостаты. Фу ты, мать честная. Стой! Стой! Ладный сундучок. Отец Иона где? У себя в келье. Ворота закрой. Тише. Чай не в трактир ломишься? Наше почтение тебе, Иона. Тебе как велено было называть меня? Так язык не поворачивается. Тебя святым отче кликать. Может, отрезать тебе язык? Мы свою работу делаем исправно. Вот как просил. Чепуринский. Да. Ну, вот теперь и купец Чепурин получил наш лесной урок. Может, покладистей станет. Будем надеяться. Зависит от того, насколько мы его нагрели. Открывай, открывай. Ты посмотри, какие он запоры удумал, этот Чепурин. Топор возьми в углу. Так-то вот, Алексей, рассчитался я. Думал, все знают, все уважают. Пальцем никто не посмеет тронуть. Вот и остался. Остался без заработка, без брички. И по делам не старому дураку, по делам. Бог наказал за гордыню. Ты че это веселишься? Над чужим горем потешаешься? Марк Максимович, я же вас предупреждал, а вы меня не послушали. С каких это пар? Яйца курицу учить вздумали? Не дорос еще, щенок! Не дорос еще, да? Не дорос! Не дорос еще. А вот это вы видели? Че это? А вы посмотрите. Надо же. Все сходится. И когда же ты успел, а? Я... А вы драться больше не будете? Не буду. Рассказывай. Ну? Я ваш сундучок еще утром опустошил, когда мы собирались в обитель у матушки Манефы. Это когда я тебя вещи укладывать послал? Ага.
Я подумал, вдруг разбойники возьмут, да и нападут. Вот и решил ваши деньги от греха подальше себе за пояс спрятать. У меня-то искать никто не будет, я-то чего? Ловко. Ловко. Молодец, Леха. Будет из тебя толк. А я еще представляю разбойничьи рожи, когда они сундучок-то ваш откроют, а там шиш. Быть не может. Обвел нас купец Чепурин. Ох, как обвел. Ну ничего, будет еще время поквитаться. Я что думаю? Может, он деньги в бричке упрятал? Угомонись и сядь. Говоришь, в лесу их связанными оставил? Так и есть, отче. Бегом в лес. Живых или мертвых найди. А без денег не возвращайся. Ясно? Алексей. Чего? Слышь-ка, Чего? а ты ведь мог спокойно денежки-то мои себе забрать, а? Да у меня и в мыслях не было. Потап Максимович. Ну-ка, давай, дружок, все по порядку. Чего? Я по порядку. Полицейский участок сдам, на каторге сгниешь. Не губите, Потап Максимович. Кури! Про засаду знал. Ты откуда я мог знать? Клянусь, Потап Максимович, я и в мыслях не было. Ладно, Алексей, не обижайся. Я привык подле себя людей надежных держать. А разбойников-то рожи я себе сейчас представляю. Только, сдается мне, они сюда должны вернуться. Денежки-то ведь у нас. Надо нам с дороги уходить. Потап Максимович, Ну? здесь напрямик можно, лесом. Знаешь? Знаю. Веди. Идем. Иди следы посмотри, далеко не могли уйти. Бегом! Коли ушли, то и деньгам конец. Ты хорошо их вязал? Хорошо, вязал. Но купчика вязать не стал. Почему не стал? Но Аким же к нему приложился. До утра оклематься не должен. До утра. Работнички. Макар! До самой развилки добег. Следы на север ведут. Значит, ушли. Аким, от твоего удара купчик в себя пришел. Такого мы раньше за тобой не знавали. Упокоить Чепурина боялся. Вот и попридержал удар. Один упокоить боялся. Второй вязать не стал. Так сундучок-то чепуринский был у нас. Ничего, Потап Максимович. Этого я тебе с рук не спущу. Ну и чё ты там застрял, да? Доброго здоровичка. Ну вот, слава Богу, и дома. Ой, Господи.
Потап Максимыч, ну где ж ты был-то, а? Здравствуй, моя хорошая. Где ж ты был-то? Что случилось? А где бричка? Где товар? Да продали товар. А бричка? Ну, не все сразу, потом расскажу. Тятенька, тятенька. Здравствуй, моя хорошая, здравствуй. Ну, а где Настенька-то? Настеньку я за молоком услала. Скоро воротится. Ну, хорошо, идите в дом, идите, я сейчас. Иди. Василий! Ну, а как вы тут без меня? Потап Максимович, красильщики совсем от рук отбились. Как барь себя ведут. Слово им не скажи. Да еще и руки в ход пускают. От черти. Алексей! А? Значит так, Алексей Трифонович, с этой минуты ты управляющий всей красильней. Так что приступай к делу. Срочно надо покрасить в партию посуды. Через неделю покупатель заявится. Так что действуй. Василий, покажи ему все. Хорошо, потап Максимович. Пойдем, Алексей. Будет сделано. Давай. Ну вот, наконец-то я дома. Ты бы, сестрица, приглядела за своей послушницей. Уж больно горячая она стала. Не по одежке хвостом вертит. Ой, горечка-то. Ничего. Заставлю ее до рассвета молиться. Ты бы мужа ей лучше путного нашла. Да окстись ты, Потап. Я в монахине ее готовлю. Да уж земного больно в ней много. Куда же вы, матушка? А мы скоро ужинать будем? Помолюсь пойду перед святой трапезой. А где Настенька-то? Ты ее куда отправила? Просковьюшка, ступай к себе в комнату. Так, ну-ка рассказывай, что тут у вас стряслось? Настасья совсем от рук отбилась, Потап. Сегодня опять с девками на супрятки подалась. Прятки? Где эти супрятки проходят? У Аньки Воробьевой. Потап Максимыч. Что ты задумал, Потап Максимыч? А я разве вас, сударыня, приглашал за свой стол? Я что-то такого не припомню. А ну марш в свою комнату и под замок. И чтоб до утра с ней никто и слова не мог молвить.
Никто. Ясно? Никто. Потап, дозволь ей отужинать со всеми. Она уже свое отужинала. Да нет, ну правда, Потап. Дай девке поесть, а потом и наказывай ее. Ты, сестрица, в своей обители будешь указывать, а здесь мой дом. Доченька, послушай отца. И еще завтра у нас гости дорогие будут из Петербурга. Купец Снежков с сыном. Смотрины будут. Вот выйдет Анастасия замуж, дурь-то из головы вылетит вмиг. Но ведь девчонка она еще, Потап. Я как сказал, так и будет. И все. Разговору конец. Все. Глашка, отведи-ка Анастасию Потаповну в ее комнату и закрой на замок. А ключ отдай хозяйке. Ну. Что ж ты, Потап, делаешь-то, А ты, Аксинья, проследи, чтобы она оттуда и шагу не сделала. Хорош, гусь. Что ж... Доброго здоровья, Потап Максимович. Анастасия-то ваша. По супряткам пошла, вон она как. Отнесите вы эту пьяную рожу на сеновал. Пускай там отоспится. Да, Потап Максимович. Прости, Господи. Ой, Никифор. Кабы не брат, мне на порог бы не пустила пьянчушку окаянного. Прости, Господи. Стыд-то какой перед людьми. А ты чего не спишь, а? Потап Максимович. Потап Максимович, а ты взаправду Настасью замуж решил отдать? Видимо, придется. Давеча на супрятках видел я, какие я на коленце выбрасывал. Юбку задирала. Господи. Срам. Глашка, открой мне, пожалуйста. Да хватит дрыхнуть, открой. Да ты башкой-то своей не крути. Открывай, мне выйти надо. Мне Аксинья Захаровна строго-настрого запретила вас отпирать. А ты слушай больше, что плетет Аксинья Захаровна. Открывай, иначе я тебе глаза выцарапаю. Нет, я супротив воли вашего отца и вашей матушки ничего делать не буду. Вот пусть она вас и отпирает. Ну ты и мерзавка, Глашка. А сколько раз я тебя прикрывала? А вот я как матушке расскажу, что ты от материи лоскут себе на платок отодрала. Будешь знать? А я вот сейчас пойду и сама у нее спрошу, можно вас отпирать или нет. Вот. Глаша, стой! Ну стой! Хорошо, что спустилась. Ступай, поищи Потап Максимович и скажи, что завтра готов.
А где искать-то? В мастерской поищи, в красильню загляни. Чай не дитя, догадаешься, где хозяин может быть. Настась Потапна наружу просится. Сказывает, это, Ну что это? нехорошо ей. Да, рвот начинается. У меня так бабушка померла. Тьфу ты, Господи. Ну, типун тебе на язык. Иди хозяина ищи. Пошла. Выдумываете все. Маменька, родненькая, спасибо, что открыли. А то сижу, как пленница в заперти, уж мочи моей нет. Так вести себя нужно скромнее. А то смотри, что выкидывала. Перед людьми стыдно. Так я исправлюсь, маменька, и не причиню больше беспокойства. Обещаю. Маменька. Маменька. Ах ты, подлиза. Ступай в столовую. Помоги Прасковье на стол накрывать. Хорошо. О, Настенька, ну что, выпустили? Где Глашка, мерзавка? Так ее мама в красильню услала. Настя! Что? А я видела, как с утра Иван с Глашкой миловались у сарая. Глашка прямо от радости визжала. С Иваном говоришь? Да. Ох, я ему устрою. До смерти визжать будет. Вот ты где. Намиловался, значит, и спать завалился. Ну, сейчас я тебя разбужу быстро. Вставай! Вставай! Вот тебе, вот! Ты что творишь, дура? Чё это вы кнутом-то размахались? Кровь у тебя. Где? Вот здесь. Тут. Да. Да ладно. Вот. Алексей! Ты, батюшка, увидит меня здесь, убьет.